Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Это на главной странице, там где находится раздел плейлисты. Заходите в него, выбирайте нужный вам плейлист и смотрите видео. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не потерять его. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая-большая группа поддержки. Спасибо вам за ваши теплые слова, за пожелания. Я сегодня к вам с новым узорчиком и с ниточками, с которыми мы уже работали, но почему-то давно я не показывала с ними узорчиков, да? Что это за ниточки? Смотрите. Новички, кто еще не знает, ниточки называются Yarn Jeans. По составу здесь получается 55% хлопок и 45% полиакрил. Ниточки очень интересные именно в вязании детских вещей, от игрушек до пледов и так далее. В 50 граммах находится здесь 160 метров. И нам здесь советует производитель, берите крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы берем 3,5 миллиметра. Смотрите. Узорчик данный, который я вам сейчас покажу, можно вязать любыми ниточками, какими вы захотите. Можете вязать одним цветом, можете разными цветами. Можете использовать хлопковые ниточки, можете использовать полиэфирный шнур. То есть на ваше усмотрение. Ну что, свяжем? Итак, я решила начать вот с такого вот нежно-желтого цвета, с нежно-желтой палитры. Смотрите, для начала мы должны будем сделать колечко амигуруми. То есть мы вот так вот вокруг пальца обматываем ниточку, не сильно туго. Далее ныряем крючком под петельку, так, вытягиваем ниточку и аккуратненько освобождаем палец из колечка. Вот в это колечко мы теперь будем с вами провязывать все наши столбики. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь ныряем в колечко и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Итого получается вместе с 3 петельками подъема у нас получается 3 столбика с накидом. Воздушная петелька. Далее опять накид и провязываем еще раз 3 столбика с накидом, ныряем в колечко. 1, 2, 3. Опять воздушная петелька. Опять ныряем в колечко и провязываем еще раз 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петелька. И последний раз, 4-й раз провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петелька. А теперь смотрите. Беремся вот за нашу ниточку и начинаем ее подтягивать. Тянем, 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 тянем. Видите? И сомкнулось наше колечко вот таким вот образом. Нам этого и нужно было. Далее что мы делаем? Нашу воздушную петельку, вот эту воздушную петельку, мы присоединяем к 3 петелькам подъема. Вот наши 3 петельки подъема. Присоединяем соединительной петелькой. Нырнули, вытянули ниточку. Эту же ниточку провязали через петельку на крючке. Оп, все. Вот такая вот красота. То есть вот такой вот кругляшок должен получиться. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Вот наши 2 столбика. Помните, да? 1, 2, 3. 3 столбика. Вот оставшиеся 2 столбика провязываем точно так же столбиками с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом. А далее у нас была 1 воздушная петелька. Мы ныряем в эту воздушную петельку, в эту арочку, да, и провязываем 2 столбика с накидом. 1, и сюда же еще раз 2. Есть. Воздушная петелька. И опять ныряем в эту же арочку и провязываем опять 2 столбика с накидом. 1, 2. Мы так с вами будем формировать уголок. Сейчас мы провяжем побольше, и вы увидите, формируется уголок, квадратик будет. Итак, следующие 3 столбика. 1, 2, 3. Провязываем как 3 столбика с накидом. Беремся за верхушку 1, беремся за верхушку 2, беремся за верхушку 3. Есть. Далее идет опять арочка из воздушной петельки. Ныряем в арочку и провязываем точно так же, как в данном углу. 2 столбика с накидом. 1, 2, воздушная петелька, и сюда же опять 2 столбика с накидом. 1, 2.
Угу. Далее опять идут 3 наших столбика. Мы их точно так же провязываем, как 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Следующую арочку провязываем точно так же. 2 столбика с накидом, как мы провязывали наши уголочки. Воздушная петелька. И сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз, два. Следующие 3 столбика провязываем как 3 столбика с накидом за каждую верхушку нижестоящего столбика. Раз, два, три. И вот наша арочка. Так, дошли, получается, до последней арочки. И провязываем уголок. 2 столбика с накидом в арочку. Раз, два. Воздушная петелька. И сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз, два. И теперь мы присоединяемся к 3 петелькам подъема. Соединительная петелька. Нырнули в 3-ю петельку, вытянули ниточку и эту же ниточку протянули через петельку на крючке. Вот. И у нас с вами вот формируется квадратик. Видите? Квадратик. То есть у нас был круглый шок, и из него аккуратненько вырос квадратик. Дальше вы можете продолжать этим же цветом. Я хочу поменять ниточку. То есть я вот таким вот образом, получается, присоединила к 3 петелькам подъема. Далее вытягиваю ниточку. Могу ее спокойно уже отрезать, потому что в ближайшие ряды, так скажем, она мне не понадобится. И получается, вот у меня изнаночка. Как ориентир у меня будет вот эта вот ниточка. Обязательно. Я ее пока не удаляю, не прячу. Смотрите. Далее я переворачиваю на изнаночку, беру любую петельку сзади, за любого столбика, который мне нравится. И еще раз зафиксирую ниточку. Вот таким вот образом ниточку ввела. Получилась петелька. И кончик провожу в эту петельку. Все. Я дополнительно зафиксировала свой кончик ниточки. Теперь он никуда не денется. Теперь можно спокойно его спрятать. Спрятать это значит в каждую, да, вот такую вот небольшую петельку вы можете нырять и как бы запутывать вот так вот ниточку. Раз. И протянули. Дальше основание. Видите, петелька? Раз. И как бы запутали. Вот у основания, видите, тоже 1-2 петельки. Точно так же. Раз. И запрятали. Ниточка такого же цвета, ее видно не будет. Все. И ненужный кончик, который вам не нужен уже, вы можете спокойно отрезать, потому что все уже зафиксировано. Переходим на следующий цвет. Так, давайте следующий будет, например, вот такой нежно-нежно-розовый. Я беру любую, получается, как бы арочку, да, любой свой уголок. В арочку я вот так вот ныряю и вытягиваю ниточку, не полностью, образую как бы петельку такую, зафиксирую. А теперь я должна буду сделать 3 петельки подъема, при этом я хочу параллельно вот этот вот кончик прятать. Я беру вот так вот крест-накрест, перевожу ниточку слева направо и делаю 1 воздушную петельку. Теперь наоборот, ниточку справа налево путаю, да, крестиком. 2 воздушная петелька. Опять слева направо 3 воздушная петелька. Все, ниточка запутана, она зафиксирована. Я спокойно могу кончик уже отрезать, никуда он не денется. Дальше что делаем? Точно так же ныряю в эту же арочку и провязываю столбик с накидом. То есть у меня здесь получается провязаны уже 2 столбика с накидом. Раз и 2. А далее смотрите. Первый самый столбик, вот этот вот желтенький, я буду провязывать рельефным лицевым столбиком с накидом. Вот таким вот образом я беру столбик. То есть у меня получается столбик перед крючком. Вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Когда их будет несколько, будет очень хорошо видно рельефность. Далее, следующие 2 столбика, смотрим по верхушкам. Раз, 2. Провязываем, как обычные столбики с накидом. Раз, 2. Есть. Следующий столбик у нас будет опять рельефным лицевым столбиком с накидом. Захватываем столбик таким образом, что он находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Следующие 2 столбика опять провязываем, как обычные столбики с накидом. Раз, 2. Следующий будет у нас опять вот этот вот столбик перед арочкой. Будет рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. И в арочку мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Формируем угол. Воздушная петелька. И сюда же,
Видите, как бы автоматически поворачивается, да, наш квадратик. Сюда же провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз, два. И продолжаем все то же самое, что мы только что провязали на этой стороне. Первый столбик у нас будет рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. Последующие 2 столбика мы провязываем как обычные столбики с накидом. Раз. И верхушечку нырнули. 2. Следующий столбик рельефный лицевой столбик с накидом. Следующие 2 столбика обычные столбики с накидом. Раз, два. Следующий у нас получается опять рельефный лицевой столбик с накидом. И в арочку формируем угол, провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Воздушная петелька. И сюда же опять. Раз, два. Вот. И так далее вы провязываете, получается, вот эту половинку и эту половинку. Угу. Давайте самостоятельно. Не забывайте рельефный 1, 2 обычных. Рельефный 1, 2 обычных. Рельефный 1, формируем уголок. И так далее. А здесь я вас встречу. Договорились? Потихонечку начнет формироваться объемчик. Так, смотрите, вот мы, получается, довязали до нашей арочки. В арочку провязали 2 обычных столбика с накидом. Делаем воздушную петельку и присоединяемся к 3 петелькам подъема, которые мы имитировали как столбик, да, с накидом. Присоединяемся и провязываем такую вот соединительную петельку. Раз. И сразу же провязываем петельку на крючке. Есть. А далее, смотрите, для того, чтобы сохранить рельефность, да, нам необходимо будет провязывать не точно так же по лицевой стороне, а нужно будет перевернуться, потому что так рельефность будет больше выражена. Итак, делаем воздушную петельку, поворот и ныряем вот в нашу арочку. Нырнули в арочку, сделали соединительную петельку. Вот таким образом. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся вот на наши столбики. Смотрите, есть столбики, которые стоят прямо, да, а есть столбик один, который спрятался. 2 столбика прямо, 1, который спрятался. Так вот, столбики, которые стоят прямо, ну так скажем, да, мы их провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбика с накидом. А следующий столбик, да, он у нас, получается, на лицевой стороне был рельефным, мы его здесь провязываем как обычный. Понятно? Вот, опять, видите, как столбики стоят? То есть дальше столбик спрятался, а эти стоят просто на желтых столбиках. Значит, мы их делаем рельефными, именно лицевыми. Раз, два. А столбик, получается, который у нас спрятался за желтый, да, вот он спрятался, видите, за желтый, мы его провязываем обычным столбиком. Все, и так далее вяжем до угла. 2 рельефных, 1 обычный. 2 рельефных, 1 обычный. Столбики. Обычный. И вот у нас, получается, остаются 2 последних столбика. Мы их провязываем как 2 рельефных столбика с накидом. И особенность какая? По изнанке у нас, получается, вот в нашем углу в арочке будет 1 столбик с накидом, воздушная петелька и 1 столбик с накидом. То есть угол формируется вот такой вот галочкой. Понятно? Столбик, воздушная, столбик. То есть до этого у нас было 2 столбика, воздушная 2 столбика. Здесь по 1 столбику. Далее, смотрите, вот у нас опять идут 2 обычных столбика, да? Один, получается, был рельефный, как мы провязываем на лицевой стороне. Значит, здесь будем провязывать наоборот. 2, получается, у нас будет рельефных столбика. Раз. И 2. А столбик, который вот у нас прячется за желтый, он у нас будет обычным. Все, ничего сложного. То есть 2 рельефных. Раз. 2. 1 обычный. 2 рельефных. Раз. 2. 1 обычный. 2 последних рельефных будут, именно лицевых, столбика с накидом. И получается угол формируется, повторюсь еще раз, 1 столбиком с накидом, 1 воздушной петелькой, поворот и сюда же в арочку еще 1 столбик с накидом. Понятно, да? То есть дальше вы провязываете опять 2 рельефных, обычный, 2 рельефных, обычный. До угла доходите, поворачиваетесь и еще раз провязываете целую сторону, а здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте.
Так, смотрите, вот мы, получается, провязали практически до конца. Вот последние два рельефных столбика. Теперь делаем столбик в арочку 1. Так. Далее воздушная петелька. И вот у нас здесь были 3 петельки подъема. Ныряем в третью петельку и опять провязываем соединительную петельку вот таким вот образом. И вытягиваем ниточку. Если вы не собираетесь вязать этим же цветом, я собираюсь поменять ниточку, поэтому я эту ниточку отрезаю. Если вы продолжаете этим же цветом, то вы продолжаете дальше. Итак, повторю еще раз. Вот мы ниточку нашу отрезали, должны ее зафиксировать. То есть вы можете к этому столбику, можете к этому столбику, куда вам удобнее, да? Беремся за любую петельку, вытягиваем ниточку и в эту, получается, образующуюся петельку мы ныряем нашим кончиком и фиксируем. Все. Теперь наша задача просто-напросто спрятать кончик. Ничего сложного нет. Его видно не будет, потому что одного и того же цвета. Все. И вот таким образом запрятываете. И ненужное, то, что вам уже не нужно, спокойно душой вы отрезаете, потому что у вас уже все зафиксировано и запрятано. Все. Это у нас изнанка. Помните, да? Я пока кончик вот этот не убираю, чтобы показать, где изнанка. Вот это вот лицевая сторона. Смотрите, потихонечку начинает вырисовываться рельеф. Вот такая вот как бы вафелька. Угу. Итак, далее, например, я хочу поменять цвет. Пусть это будет такой нежно-нежно-фиолетовый. Опять, смотрите, я беру любой уголок, который мне нравится. Начинаю с уголка, ныряю в него, вытягиваю ниточку. Повторю вам еще раз, как можно запрятать ниточку в процессе именно набора петелек, да? То есть вариантов же много, как можно прятать. Итак, слева направо делаю ниточку и одна воздушная петелька. Справа налево одна воздушная петелька. Слева направо одна воздушная петелька. Все, я запутала ниточку и я могу кончик спокойно уже отрезать. Далее смотрите. Мы должны будем продолжать с вами повторять тот же самый узор, да, тот же самый рисунок. То есть, видите, там, где у нас рельефный столбик, видно, мы провязываем как рельефный. Где столбики вот такие вот запрятанные, да, они будут провязываться у нас как обычные столбики. То есть мы сейчас точно так же ныряем вначале в арочку и провязываем столбик с накидом. А вот следующий столбик мы будем провязывать рельефным лицевым столбиком. То есть у нас по всему узорчику будут рельефные лицевые столбики. И вяжем мы, получается, этот ряд по лицевой стороне, да? Далее, вот у нас 2 столбика идут. Мы их провязываем обычными столбиками с накидом. 1, 2. Следующий рельефный. Видите, он даже выпирает. Его просто видно. Мы провязываем его тоже рельефным. То есть сохраняем рельефность. Следующие 2 будут обычные столбики. 1, 2. Все, ничего сложного. И так далее вы провязываете по узорчику 2, 1, 2, 1 до угла. В углу, получается, в лицевой стороне вы провязываете 2 столбика с накидом. Сейчас покажу вам. Рельефный, обычный столбик 1, обычный столбик 2. Рельефный, опять лицевой столбик с накидом. И вот наша арочка. Мы в арочку ныряем и провязываем 2 обычных столбика. Воздушная петелька. И сюда же опять в эту же арочку 2 обычных столбика. И автоматически наш квадратик поворачивается. Увидели, да? Все. И дальше видно даже. Вот он рельефный, обычные 2. 1 рельефный, 2 обычных. 1 рельефный, 2 обычных. И вы также продолжаете провязывать. И видите, рельефность повторяется. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш квадратик потихонечку растет. И вот я провязала, получается, в арочку последние 2 столбика с накидом. Делаю воздушную петельку и соединяюсь с 3 петельками подъема начала ряда. Соединительная петелька 1, вытянула, получается, ниточку. И эту же ниточку протянула через петельку на крючке. Далее воздушная петелька, и мы поворачиваемся наизнанку. Оп. Опять ныряем в эту арочку из воздушной петельки и делаем соединительную. То есть мы перепрыгиваем саму арочку. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И далее с вами, получается, вяжем по узорчику. Видите? Видно даже, да? Вот 2 столбика выступают, 1 спрятался.
2 столбика выступают, 1 спрятался. 2 столбика выступают, 1 спрятался. Вот те, которые выступают, мы провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть все то же самое, что мы с вами делали по предыдущем розовом ряду. Раз, рельефный лицевой, 2, рельефный лицевой. А следующий обычный столбик с накидом. Опять раз, рельефный лицевой. 2, рельефный лицевой. Следующий обычный. Поняли, да? Все. И вот так вот провязываете. То есть принцип-то узорчика понятен. Далее вы можете вязать уже до нужного вам размера, который вам необходим. Что это у вас будет? Сидушка, может быть, там чехольчик, да, у вас будет какая-то накидушка интересная и так далее. Возможно, это будет даже сумочка, да? Почему бы и нет? Возможно, у вас будет один большой квадрат. Возможно, это будет несколько маленьких квадратов, вы их соедините. Это же квадратный мотив, можно же соединять. Вот. Возможно, вы сделаете подушечку, такую вот рельефную, очень мягкую, удобную. То есть на ваше усмотрение. Итак, смотрите. Вот мы, получается, провязали 2 рельефных столбика, 1 обычный столбик. Вот наша арочка. Провязываем опять 2 рельефных столбика. И мы помните, да, что на изнанке угол мы формируем одним столбиком. То есть в арочку ныряем, 1 столбик провязали, воздушная петелька, и автоматически, да, наш уголок поворачивается, и получается, еще 1 столбик, да, все. Дальше опять рельефные 2 столбика, 1 обычный, 2, 1, 2, 1. Все, ничего сложного. На лицевой стороне, если мы с вами посмотрим, вот наши квадратики, видите, вот они, формируют вот такую вот вафельку. Класс. Все, давайте вырастим наш узорчик на несколько рядочков, да, потому что вы уже принцип поняли, и посмотрим через несколько рядочков, что в итоге получается. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, ну что, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот это та самая вафелька, видите? Очень интересно, вообще не сложно. Вы можете использовать любые цвета, любые ниточки. Очень классно, очень просто. У меня таким же узорчиком связано несколько пледов. Вот один сейчас из них я довязываю. Осталась обвязочка. Посмотрите, какой он классный. Какой он объемный, какой он пузатенький. Связан он детского акрила. Мигусенький, естественно же. И такой классный-классный. Осталась обвязочка, делаю белой ниточкой. То есть данный узорчик, да, вы можете не заворачивая, так скажем, по углам, а просто вот прямую линию, да, вы можете провязывать лицевые изнаночные ряды, и у вас получится оригинальный плед. Угу. Накидка, плед, сидушка, чехольчик и так далее, и так далее. Вот ниточки Yarn Art Jeans вот так вот выглядят. Опять же, берите все свои остаточки, изнаночка, лицевая сторона, либо наоборот, берите целый моточек одного цвета ниток, пряжи и обязательно попробуйте. Очень интересно. Если это пропиленовый полиэфирный шнур, это будет классно вот именно в коврах, в сумочках, да. Пишите в комментариях, кто вязал данным узорчиком. Наверняка многие вязали данным узорчиком, да. Я вот единственное, что решила связать это именно в квадрате данный узорчик. Очень классный и очень простой и очень эффектный. Итак, замерим. Ну вот, допустим, это же пряжа, да, этот же крючок, это же плотность вязания. Так, по центру вот так вот делаем, получается 17 сантиметров, да. Но это же квадрат, получается у нас у квадрата все стороны равны, правильно же? Вот, 17 сантиметров. Вот так вот интересно получается. Сидушка, накидушка, чехольчик и так далее. Надеюсь, видео вам понравилось. Оставляйте свои лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. А также под видео внизу нажимайте на стрелочку «Поделиться с друзьями и подружками». Делитесь. Заранее спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.